Всем привет! Вы на канале World of Money Мир банкнот, с вами Артур. Сегодня у меня очередная распаковка и пополнение коллекции банкнот. Вот письмо, которое я получил. Я его уже вскрыл. Ну и давайте посмотрим, что там внутри. Внутри, как обычно, плотный картон. Вскрою его. И вот в прозрачном холдере видим банкноты. Сейчас я все подготовлю, и мы по очереди посмотрим их. Скорректирую экран. Перчатки я уже надел. Итак, первая банкнота. Венесуэла, 100 боливар, 2009 год. Выпуск 2007-2015 годов. Лицевая сторона. Портрет Симона Боливара. Генерал Симон Боливар, латиноамериканский государственный, политический и военный деятель, наиболее влиятельный и известный из руководителей войны за независимость испанских колоний в Америке, национальный герой Венесуэлы. Так, я вижу тут несоответствие полученной и купленной мной банкноты. Я купил эту банкноту, так как в наименовании лота был заявлен 2009 год, а это банкнота 2015 года. И это очень печально для меня, так как я коллекционирую банкноты Венесуэлы по годам, и для меня было очень важно получить именно банкноту 2009 года. А то, что пришло, мне оно совсем не нужно, тем более по такой цене. Вот, друзья, скриншот моего заказа и, соответственно, снимок самого лота. Давайте посмотрим все разновидности этого номинала. Номер по каталогу Пика 93. Разновидностей всего 11. С префикса А по J. У меня в коллекции есть 2012, 2013 и 2015 года. По разновидностям они имеют префиксы F, G и I. Это пока все, что мне удалось собрать по этому номиналу. Банкнота, которая пришла, это разновидность 93I, а должна была быть C. Все ранние выпуски, начиная с 2012 по 2007 года, в состоянии uncirculated встречаются не так часто, как более поздние, и стоят намного дороже. К примеру, 2012 год сейчас стоит от 170 рублей, 2011 год от 750 рублей и выше. И чем ранее год, тем она дороже. Поэтому, увидев банкноту с этим годом и по такой цене, я долго не думая решил купить ее. А покупал я ее в довесок к банкноте, которую покажу вам чуть позже. Я, конечно, напишу продавцу, может, мы с ним как-то решим этот вопрос, но пока что есть, то есть. Ладно. Оборотная сторона. Две птички. Это огненные чижи. Птица получила такое название из-за огненно-красного оперения. К сожалению, на банкноте это не видно, но в природе это выглядит так. Идем дальше. И следующая банкнота, тоже купленная в довесок. Югославия, 500 динаров, 1963 год. Выпуск Народного банка Югославии 1963 года. 4 номинала в этом выпуске. 100, 500, 1000 и 5000 динаров. Красивая серия. 100 и 1000 динаров есть в моей коллекции. Вот теперь и 500 динаров пополнили ее. А что касается номинала 5000, то это довольно-таки нечастая и дорогая позиция. Вот ее актуальная стоимость на российской торговой площадке. Судите сами. Но вернемся к нашей банкноте. Лицевая сторона. Крестьянка с серпом и также номинал. Водяной знак отсутствует. Оборотная сторона. 2 зерноуборочных комбайна в поле во время жатвы. И последняя, главная банкнота сегодняшнего пополнения, за которой был сделан весь этот заказ. Исландия, 50 крон, 1981 года. Мне очень нравятся банкноты Исландии, и решил я ее немного освежить.
Выпуск 1 января 1981 года. Проведена деноминация 100 к 1. Обмен проводился до 30 июня того же года. Выпущены банкноты образца 1981 года в 10, 50, 100 и 500 крон. В 1984 году была выпущена купюра в 1000 крон, в 1986 году 5000 крон, в 1995 году 2000 крон, в 2013 году 10 тысяч крон. На банкнотах всех этих номиналов используется водяной знак в виде портрета Йоуна Сигурдсона, исландского ученого и государственного деятеля, президента Исландского литературного общества. Прекрасный дизайн у этих банкнот. Итак, 50 крон, лицевая сторона. Гюдбрандюр Тодлауксон, исландский церковный деятель, лютеранский епископ, географ, математик с 16-17 века. Вот видим водяной знак. Также есть защитная нить. И оборотная сторона. Сцена печати Библии на исландском языке в средневековой типографии. Из этого выпуска у меня есть банкнота 10 крон. Планирую потихоньку собрать весь выпуск. Ну вот, друзья, такое было у меня сегодня пополнение. На этом этот обзор подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр и терпение, кто досмотрел до конца. Буду вам очень признателен за оценку и комментарии, а также за подписку на мой канал. Ваша поддержка очень мотивирует на создание других видео. Также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие выпуски. Впереди много интересного. Друзья, я связался с продавцом по поводу венесуэльской банкноты. Он извинился и предложил вернуть деньги за эту банкноту, так как той, что мне была нужна, у него нет. Но я решил купить у него еще одну банкноту, и он отправит ее мне за свой счет. Вот так разрешилось это недоразумение. Всем здоровья, добра, мира и успешных пополнений. До новых встреч!